Всем привет, меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано». И сегодняшний мой видеоурок будет посвящен вязанию вот такого вот нежного, очень красивого и теплого джемпера. Этот джемпер отличается от других моделей его особой такой нежностью и женственностью. У него очень красивая, за счет вот этой двойной горловины и достаточно свободной, у него очень красивая посадка, он очень классно садится на разные типы фигур и выглядит очень нежно и очень женственно. Конкретно этот джемпер белого цвета я вязала из ангоры 70. Тут вы можете увидеть немножечко, вот я наведу пух. Он очень такой вот нежный и красивый, раскрывается после стирки. Этот джемпер у меня стиран всего лишь один раз, а как вы все знаете, ангора раскрывается с каждой стиркой. Все лучше и лучше, и краше изделие становится из ангоры. Значит, я данную модель джемпера вязала уже в нескольких цветах. Вы можете посмотреть это в начале видео на фотографиях. Конкретно этот связан у меня из ангоры 70 в цвет 901 белый. В сегодняшнем видеоуроке я буду вязать из ангоры 50 вот в таком красивом лимонном оттенке. Ангора 70 и ангора 50 по метражу одинаковая. В ней 800 метров на 100 грамм. Вязать я буду в 2 нити. Единственное, что в ангоре 50 и ангоре 70 разный состав именно ангоры. В ангоре 70, соответственно, 70% ангоры и 30% нейлона, а в ангоре 50% ангоры и 50% нейлона. Значит, как я уже сказала, вязать я буду спицами номер 5, это основное полотно. А для горловины, весь секрет горловины состоит в том, что он вяжется разным размером спиц. Для чего это нужно? Для того, чтобы горловина красиво ложилась по плечам и не выглядела растянутой. Поэтому для вязания горловины нам с вами понадобится 5 номеров спиц. Это спицы номер 3, спицы номер 3,5, 4, 4,5 и 5. Это конкретно для вывязывания горловины. Еще вы можете заметить, горловина она двойная, вот такая. Вот. И за счет такой двойной горловины она очень красиво и очень нежно выглядит. Теперь, что касается размеров. Конкретно этот джемпер связан в размере XSS. У него ширина под рукавами 40 сантиметров. Длина самого рукава, вот начиная от горловины, меряем 65 сантиметров. И длина самого джемпера вот 59-60 сантиметров приблизительно. А в сегодняшнем мастер-классе я буду вязать джемпер на размер SM. Он будет немного, у него будет длиннее рукава и будет шире сам джемпер. Будет ширина не 40 сантиметров, а примерно 44-45 сантиметров вот здесь. Вот. Значит, от количества набранного петель и от длины регланной линии вы можете сами регулировать тот размер джемпера, который вам необходим. Если вам нужен будет джемпер большего размера, нежели буду вязать я,
нужно будет, соответственно, набрать большее количество петель, правильно распределить потом для ростка и для регланных линий петли и продолжить регланную линию. За счет продолжения регланной линии увеличивается размер самого джемпера. Вообще все джемпера и свитера, которые вяжутся регланом сверху, очень легко регулируется размер за счет увеличения регланных линий. В общем, самое что понадобится, значит, мастер-класс будет состоять, так как свитер довольно-таки большое изделие, которое требует времени для вязания, мастер-класс мой будет разделен на части. И сегодня у нас будет первая часть, это вывязывание вот этой вот горловины красивой. Значит, девочки, единственное, что не сказала, это по расходу пряжи. Значит, на мой размер, который я буду вязать, SM, мне понадобится 300 грамм ангоры. Вот она у меня уже перемотана, это бобинная ангора, перемотана у меня уже в моток. Вяжется в 2 нити, понадобится 300 грамм. У кого свитер большего размера, запасайтесь дополнительными граммами пряжи. Итак, основные моменты я вам рассказала. Можем приступать непосредственно к вывязыванию нашей горловины. Итак, для вязания горловины нам с вами понадобится 5 номеров спиц, которые я уже перечислила выше, маркер для обозначения начала ряда, счетчик рядов, или если у вас нет, то запоминайте количество рядов, основная пряжа и дополнительная нить. Первый ряд мы с вами будем набирать на дополнительную нить. Итак, на спице номер 5 набираем самым обычным классическим способом на дополнительную нить 140 петель плюс 1 для замыкания в круг. Самым обычным способом 140 плюс 1 для замыкания. Итак, я набрала 140 петель плюс 1 для замыкания в круг. Замыкаю наше круговое вязание в круг. Для этого с правой спицы на левую я перенесла крайнюю петлю и перебрасываю через нее крайнюю петлю с левой спицы и возвращаю назад и подтягиваю. Так, замкнула. И теперь присоединяю уже нашу основную ниточку, в 2 нити не забыли, вяжем. Присоединяю основную ниточку и 2 ряда вяжем основной нитью резинкой 1 на 1. 2 ряда на спицах номер 5 мы вяжем основной нитью резинкой 1 на 1 и встречаемся в 3-м ряду. Не забудьте, когда провяжете первый ряд, не забудьте повесить маркер, отметить начало ряда. Вот здесь. Все, вяжем самостоятельно 2 ряда на спицах номер 5 резинку 1 на 1. Итак, 2 ряда на спицах номер 5 мы провязали с вами резинкой 1 на 1. Теперь перебрасываем маркер, берем спицы 4,5 и на спицах 4,5 мы с вами вяжем 3 ряда резинкой 1 на 1. 3 ряда. Спицы у меня длиной 40 сантиметров. Такие, какими мы обычно вяжем шапки. Все, самостоятельно вяжем 3 ряда на спицах 4,5 и дальше встретимся. Итак, спицами номер 4,5 провязали мы 4 ряда. Теперь снова у нас идет замена спиц. Берем спицы номер 4 и спицами номер 4 продолжаем вязать резинку 1 на 1 4 ряда.
Теперь вяжем 4 ряда. Точно так же резинкой 1 на 1. Продолжаем. Итак, 4 ряда мы провязали спицами номер 4. Теперь снова меняем спицы. Берем 3,5 и провязываем все той же резинкой 1 на 1, только теперь 5 рядов. Спицы 3,5, вяжем 5 рядов резинкой 1 на 1. Итак, 5 рядов спицами 3,5 мы провязали. И теперь берем спицы номер 3. Это у нас спицами номер 3 мы будем вязать середину, центральную часть резиночки. И спицами номер 3 мы с вами провяжем 10 рядов. 5 рядов пойдут на одну половинку резинки, и вторые 5 рядов пойдут уже на вторую половину резинки. Итак, спицами номер 3, резинкой 1 на 1 вяжем с вами 10 рядов. Десять центральных рядов. Так, провязали 10 рядов на спицах номер 3. И теперь в обратном порядке идем, провязываем вторую половину нашей резинки. Значит, берем теперь спицы 3,5 и точно так же резинкой 1 на 1 провязываем 5 рядов. Спицы 3,5, 5 рядов. Пять рядов спицами 3,5 провязано. Берем спицы номер 4 и провязываем 4 ряда этой же резиночкой 1 на 1. Спицы номер 4, 4 ряда. Так, четверкой провязали 4 ряда. Теперь берем 4,5 спицы и провязываем 3 ряда резинкой 1 на 1. Три ряда. Спицы 4,5. И последний номер спиц у нас остался 5, тот же, с которого мы и начинали вязать. И на пятерку мы провязываем, опять же, резинкой 1 на 1, 2 последних ряда резинки. Итак, заканчиваем резинку 2 рядами на спицах номер 5. Итак, резинка у нас связана, и теперь нам нужно ее соединить вот таким образом пополам, чтобы она оказалась двойной. Что мы будем сейчас делать? Мы переворачиваем наше изделие и начинаем снимать дополнительную нить, на которую мы набирали петли, и одновременно подхватывая петелечки, которые остаются открытыми у нас. Вот так вот по кругу на другие спицы мы снимаем бросовую нить и подхватываем все петли самостоятельно до конца ряда. Вот так. Так, пересняла я на спицы с дополнительной нити все петли. И теперь нам нужно
низ и верх нашей резинки соединить вместе. Для этого мы подворачиваем спицы, на которые мы переснимали петли с дополнительной нитки. Аккуратно. Вот таким образом. И теперь будем по 2 петли с передней и с задней спицы провязывать вместе по кругу лицевыми петлями. То есть берем за стеночку первую петлю ближнюю к нам, берем за стеночку дальнюю петлю с дальней спицы и вместе их провязываем лицевой и снимаем. Точно так же следующие 2 петли. Первая и вторая. Хвостик не то, так, основную нить и провязываем лицевой петлей вместе. Вот так. И точно так же дальше по кругу с первой спицы и со второй вместе лицевой. С первой, со второй. Вот так у нас получается соединенная резинка. Продолжаем так до конца ряда провязывать вместе по 2 петли. Ну вот, наша двойная резинка готова. Она у нас сейчас на спицах номер 5 находится, как раз на тех спицах, которыми мы будем вязать все основное изделие. Вот такая двойная красивая резиночка у нас получилась. Такая же, как и в связанном свитере. Вот. И первая часть мастер-класса закончена. Всем, кому понравился всем, кому понравился этот свитер и кто ждет следующие части мастер-класса, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам пришло оповещение, когда выйдет следующая часть по вязанию данного свитера. А в следующей части мы с вами будем вязать росток. На сегодня у меня все. До следующих встреч в следующем мастер-классе.